Здравствуйте, уважаемая аудитория. Здравствуйте, Мурат Рена. Здравствуйте, Айсулу. Я всех приветствую. Всем мира и добра. И у меня сразу к вам вопрос, Айсулу. Как вы себя чувствуете после нашей последней беседы? Начали ли вы собирать чемоданы? Все-таки мы разговаривали о конце света. Хотя там, конечно, ничего не нужно будет, никаких вещей. Это так, я образно выражаюсь. Начали ли вы готовиться? Наверное, нет, но очень много почитала на эту тему литературы мусульманского толка. Ага. Вот. Да, но если говорить о мусульманского толка, есть там другие религии, некоторые, которые говорят о том, что когда конец света наступит, то будет страшный суд. Я вот это имею в виду тоже. Вы готовитесь к страшному суду? Ну, у вас сегодня прям вопросы. Ну, хорошо. Я не хочу никого пугать, конечно. На самом деле никакого страшного суда не будет. Но суд будет. Вот что верно, то верно. Суд будет над каждым. Сейчас идет тотальная уборка урожая, поэтому суд будет над каждым, но это не будет страшный суд, а я бы даже сказал наоборот. Это будет такой исцеляющий суд, можно так сказать. Но в любом случае готовиться надо к этому суду, потому что тут я хочу пояснить. После смерти каждая душа попадает в зависимости от своего развития в определенное место, там помещается, и вот там происходит как бы вот этот суд. На самом деле это, в общем-то, не сколько суд, это идет разбор всей жизни, причем детальный разбор будет. И там будет учитываться все. Дело в том, что тоже, конечно, важный вопрос. А кто судьи, да, будут? Да. Главной судьей будет высшее я. То есть, другими словами, можно сказать, не знаю, совесть самого человека. То есть вот это его высшее я, оно представляет истинную сущность каждой души. Вот эта истинная сущность, она все время пребывает в шестом измерении. Пока, например, мы здесь, в третьем измерении, или там потом позже в четвертом, там в пятом. Вот истинное я, оно все время пребывает в шестом измерении, а оно не вмешивается. Оно бесстрастно. Да, но только в период между воплощениями вот тогда происходит встреча со своим как бы настоящим истинным лицом, истинным я, совестью, можно по-разному это называть. И вот это истинное я и спрашивает, анализирует все это воплощение, которое было, которое человек прожил, и детально все ошибки рассматриваются. И вот тут я тоже хочу подчеркнуть. В моей книге, которая не так давно вышла, с самого начала первая глава посвящена символам и знакам.
Я там говорю, что знаки играют большую роль в жизни. Так вот, тут тоже вот это высшее «я», оно будет спрашивать каждого человека. Почему, например, ты вот это не сделал? Или вот этого не сделал? Вот смотри, были ведь знаки. Мгм. Эти знаки заранее обговариваются и так далее. Вот перед тем, как еще человек воплотился, создается план. То есть он должен пройти какой-то определенный опыт, чего-то достичь в своем развитии и так далее. И пройти определенный путь. И чтобы этот путь более-менее он прошел правильно, так как надо, еще до воплощения, значит, обговаривают, что будут знаки выставлены. Мгм. Потому что человек-то не помнит, у него память вымазывается. И вот, говорит, будут знаки. Обращай внимание на знаки, они тебе будут подсказывать. Как правильно, да? Да. И вот вот поэтому я говорю, что знаки играют огромную роль в жизни человека. И если человек не обращает внимания на эти знаки, то он как бы сам себе, своему высшему «я» противоречит, да? То есть он Это, сам... это значит, человек углубился в третье измерение и живет совсем земными потребностями. Да, то есть нет, даже вот он специально в третьем измерении он находится для того, чтобы пройти опыт. Это же его собственный выбор был, да? Как Мгм. бы тоже. И чтобы вот этот опыт пройти как можно более эффективно, чтобы как можно больше получить всего, что нужно, вот отсюда вот эти знаки тоже, они все время на каждом шагу вот человеческого пути, особенно в каких-то важных моментах, обязательно будут присутствовать какие-то знаки. Вот Мгм. человек стоит перед выбором, ему надо какой-то выбор сделать, он не знает, как это сделать. Ну вот надо посмотреть, а есть ли какие-то знаки, и обращать внимание на эти знаки. Эти знаки будут, они как подсказка. Поэтому очень важно, часто от этого, от увиденного знака хотя бы, увидеть его надо, да, и потом правильно проинтерпретировать, от этого может зависеть, в какую сторону жизнь вообще повернется, направо или налево. Ну да. Вот, поэтому вот там, в этом разборе, это все учитывается, и там, значит, высшее «я» будет спрашивать, почему вот не обратил внимания на этот знак, почему А на это этот. высшее я, оно вообще милосердное или оно осуждающее и беспристрастное? Да, и вот это хороший вопрос, очень важный тоже. Все ошибки будут прощены. Это я сразу могу сказать. Все ошибки будут прощены. Поэтому тут не надо бояться, что вот ждет какой-то страшный суд. Нет, это, вот я сказал, это совсем не страшный суд, а наоборот. И я даже Но вот больше скажу. смотрите, допустим, ты прокрутил всю свою жизнь, увидел все свои ошибки, принял их, что да, я совершил неправильно. Потом возрождаешься в другом измерении, но ты не помнишь свои выводы, не помнишь те моменты, которые ты упустил в другой жизни. И до каких пор высшее я будет прощать? Все время будет прощать. Я вот даже, поэтому тут я еще хочу добавить, чтобы пока не забыл, и могу сказать еще больше. Очень часто человек получает травмы душевные во время воплощения. Да? Происходят разные вещи с человеком, он получает иногда такие глубокие раны душевные. И вот в зависимости от того, значит, на каком уровне он находится после смерти, значит, он попадает в определенное место. Да? Это не так, что не надо думать, что все попадают в одно место. Все попадают в разные места. И вот этот суд, он происходит,
такая, ну, индивидуальная, интимная вещь, то есть там никто не вмешивается. То есть там все очень корректно, все очень с любовью делается, да, поэтому человеку бояться не надо. И даже вот я больше могу сказать. В зависимости от того, какие травмы человек получил, там есть тоже помощники, которые будут исцелять душу. Поэтому вот как бы на этом суде на самом деле тоже одновременно будет происходить исцеление душ, те, которые были сильно травмированы. Иногда этих помощников даже, может быть, 2-3, которые вот исцеляют. И душа будет находиться в этом пространстве, в этом месте до тех пор, пока полностью не исцелится. И вот после того, как исцелится, теперь возвращаясь к вашему вопросу. Беседа продолжается с Высшим Я, и опять теперь уже составляется новый план в новом воплощении, который учитывает предыдущие все и говорит: хорошо, теперь, значит, надо достичь вот этого, а вот этого надо избежать. Поэтому вот будут опять расставлены всякие знаки, на которые надо будет обращать внимание. Опять будет составляться подробный план будущего воплощения. Поэтому человек, так как он ничего не помнит, не будет помнить, вот единственное, как бы, что ему будет подсказывать, это, с одной стороны, вот эти знаки, а с другой стороны, все-таки часто человек вот чувствует интуитивно, да, какие-то вещи, да. Вот интуиция, она связана с душой. В душе частично память сохраняется. Поэтому интуиция, как правило, очень правильно все подсказывает. Она связана с душой, в душе сохраняется частичная какая-то память, и душа знает, что правильно, что нет. А что вы скажете насчет кармических отношений? Карма к этому не имеет отношения. Карма – это немножко другое. Не, ну вот вы же говорите, составляется заранее план для того, чтобы отработать то, что ты, ну вот, сделал неправильно в прошлой жизни. И, соответственно, будут ситуации создаваться, где ты должен будешь поступить правильно. Да, карма – это немножко другое. То есть вы составляете свой план, это одна вещь. Карма – это вещь обязательная. Карма, она должна быть исполнена в любом случае. Поэтому ваш план, он, естественно, учитывает вашу карму. И детально составляется этот план жизненный. Он должен учитывать карму, потому что карма, вещь незыблема, она исполняется в 100%. Должна быть исполнена карма. Но карма ведь, человек рождается, и не так, что сразу ему по голове карма раз, и все исполнилось. Правильно? Человек же живет, карма, она исполняется во время жизни, да? Да, Вот. а потом за время этой жизни человек зарабатывает еще одну карму. Так вот пока вот эта жизнь еще течет, вот составляется план, по которому человек должен развиваться. Поэтому человек рождается ведь не просто так, случайно там где-то. Человек рождается абсолютно в определенном месте, которое было заранее запланировано. Запланирована страна, семья, родители, окружение, все уже заранее запланировано. Поэтому и человек там рождается именно вот где должен родиться. Он не родится
Если вот он должен родиться в Киргизии, то он не родится в Африке. Он точно родится в Киргизии, и у него будут выбраны даже родители, правильно? Кто будет его воспитывать. Вот, это все связано с кармой, с одной стороны, а с другой стороны, вот жизненный путь, этот план составляется, учитывая кармический путь, который должен пройти человек. Мгм. Вот, все это, значит, взаимосвязано. Я вот только хотел сказать, что значит, идет уборка урожая и тотальная, поэтому ну, все должны подготовиться к А этому чтобы, и исцеляющими. как подготовиться? Как подготовиться? Я вот об этом все время тоже говорю в каждой передаче. Самая важная вещь – это быть сбалансированным. Вот это первый важный вопрос. Быть сбалансированным. То есть, если начинать с общего, сбалансированность заключается в том, я вот тоже говорил о том, что в третьем измерении, значит, мы должны выбрать или позитивные, или негативные. Мгм. Потому что четвертое измерение будет уже отдельно, да? Мгм. Надо совершить выбор. Мгм. И, в общем-то, в третьем измерении вот это главная задача – совершить выбор. То есть человек должен совершить выбор, позитивный или негативный. Я даже больше скажу. Вообще, чтобы вы знали, третье измерение, оно самое короткое по своей длительности. Например, когда Земля была в первом измерении, да, вот развивалась, когда первый только, жизнь только начинала зарождаться, да, на Мгм. Земле. Вот этот период на Земле в первом измерении, он длился где-то 2 миллиарда лет. Мгм. Вот, через 2 миллиарда лет там уже более-менее жизнь развилась, там уже все, значит, и растения появились, какие-то простые формы животного мира и так далее. Потом, значит, уже второе измерение, уже более развитое, там уже появились животные, человекоподобные существа появились. Второе измерение длилось, ну, больше, чем в 2 раза, 4,5 миллиарда лет. Пока, наконец, Земля не пришла в третье измерение. Мгм. А третье измерение, оно самое короткое. Оно длится, ну, я не знаю, это, ну, может быть, 1 000 000 лет, 3 миллиона. В сравнении, понимаете, как, если вот рядом посмотреть, то 1 000 000, 3 миллиона – это очень короткий период. Вот почему так коротко? Потому что, в общем-то, от человека требуется, чтобы он сделал выбор. Ну и все, больше от него ничего не требуется, по большому счету. То есть Мгм. самое важное, что он должен сделать, это выбор. Поэтому третье измерение, оно короткое, жизнь человека тоже короткая, потому что этот выбор можно достаточно быстро сделать. Для сравнения, я вот говорил, в четвертом измерении многое изменится, даже время изменится. Да? Мгм. Вот. В четвертом измерении жизнь будет длиться в среднем 90 тысяч лет. То есть это, ну, где-то в 1000 раз длиннее, чем в настоящий момент. Соответственно, Мгм. в четвертом измерении вот это развитие Земли будет происходить значительно дольше, чем вот третье измерение. Поэтому, если так в глобальном масштабе смотреть, третье измерение, оно достаточно короткое.
Ну вот, чтобы представить, насколько она короткая, я еще могу сказать. Я когда-то объяснял о том, как вообще устроена, как устроен мир, как устроена наша Вселенная, да? И я там говорил о том, что есть в нашей Вселенной есть много галактик и разные солнечные системы. Да, вот, например, есть наша Солнечная система, где 9 планет. Есть другие солнечные системы, есть другие галактики. Это все в нашей Вселенной, где есть центральное Солнце. Огромное центральное Солнце. Мгм. И вот эти все системы, они кружатся вокруг этого центрального Солнца. Так как наша планета кружится вокруг Солнца, да, так само наша система вокруг этого центрального Солнца. Мгм. Так вот, наша галактика делает оборот один вокруг этого центрального Солнца в течение где-то 26 тысяч лет. Происходит только один оборот. Поэтому понимаете, насколько это все, так сказать, время, оно такое в космическом масштабе, оно условное, и оно как миг происходит. Да? Ну, один оборот совершился. Для космоса, ну, это ничего, это только один оборот. А здесь уже прошло 26 тысяч лет. Кстати, с этим тоже связаны, вот тоже я говорил, смены эпох. Вот сейчас идет эпоха Водолея, да? Мгм. Они тоже происходят вот где-то один раз в 25 тысяч лет. 25-26 тысяч лет. Вот так происходит. Потому что это связано вот с этим оборотом. Эпоха меняется на Земле. Мгм. И опять-таки уборка урожая тоже связана с этим. Вот я говорил, уборка урожая тоже происходит один раз в 25 тысяч лет. Это, так сказать, такая малая уборка, да? Тотальная, она происходит раз в 75 тысяч лет. То есть 25, 25, 25. Да, 2 раза происходят такие малые уборки, и 75, когда тысяч лет проходит, тогда уже тотальная. И вот сейчас как раз прошло 75 тысяч лет, поэтому вот сейчас будет тотальная уборка урожая, тем более, что Земля закончила свой цикл развития в 3-м измерении, мы переходим в 4-е измерение, там совершенно другая жизнь будет, там человек будет жить в среднем где-то 90 тысяч лет, там время по-другому тоже измеряется, там другие растения будут, другие животные, жизнь будет другая, ну все будет другое, да? Поэтому вот эта тотальная уборка, она сейчас просто необходима. Все будет зачищено, все будет убрано. Вот, поэтому, возвращаясь к тому, о чем я говорил, по большому счету, вот человек должен сделать выбор. Мгм. Или позитивный, или негативный путь развития, да? При этом я говорил. Его выбор — это каким образом он прожил свою жизнь, да? Нет, нет, это вот точно там, я вот говорил, измеряется. Когда человек служит себе, Мгм. это негативный выбор. Мгм. Если человек служит другим, заботится о других, это позитивный выбор. Так вот, 51% это минимум, чтобы был совершен этот выбор, например, в позитивную сторону. Мгм. То есть, если у него только 50%, он 50% как бы думает о себе и 50% только о других, значит, он не совершил этот выбор. Мгм. Ни туда, ни туда, ни сюда у него. Вот если у него будет 49% для себя, то есть для помогать другим, а 51 для себя, это уже путь в негативную сторону, да? Мгм. Так вот, чтобы позитивный выбор был, это вот надо 51% набрать.
в служении другим людям. При этом это вот только выбор происходит, что вы совершили выбор, это уже хорошо. Мгм. Но чтобы попасть в четвертое измерение, этого тоже недостаточно. Тут нужно еще сбалансировать, я говорил, свои... то есть человек сам должен быть сбалансированный, как человек, да, то есть он должен, ну, следить за своими эмоциями, за своей энергией, да. Это не значит, что человек должен вообще ни на что не реагировать, не показывать своих эмоций. Нет, конечно, человек должен выражать эмоции, надо. Эмоции поэтому и даны, надо переживать. Просто нельзя находиться длительное время в каком-то одном эмоциональном состоянии. Да, вот иногда у человека происходит какая-то беда, трагедия, и вот он днями, месяцами в трауре и не выходит из этого состояния. Мгм. Но это же опасное явление тоже, это очень нехорошо. Я вот о таком говорю, что человек должен тоже вот поначалу вот начать балансировать с таких глобальных вещей, да. Или, например, человек впадает в какую-то эйфорию и не выходит из нее. Ну, тоже плохо. То есть вот эти разбросы, они нехороши, да. Да, если происходит какая-то трагедия, это нормально, человек должен отреагировать, он должен эмоционально и так далее. Но потом надо прийти в себя как можно быстрее. То есть выходить из таких крайностей. Отреагировал и пришел, отреагировал, пришел, а не так, что человек вот остается в этом состоянии. Это То вот есть по большой... с медицинской точки зрения, по-моему, на это дается 2 недели. Это типа тогда человек нормальный. В смысле, пока он находится в состоянии трагедии, после трагедии 2 недели, потом вышел, считается, что вот человек совершенно нормальный. Нет, это тоже неверно. У каждого человека психика отличается, да, поэтому кому-то нужно 3 дня, а кому-то и месяц мало, да. Ну, Другое я дело тоже вот это. 2 недели это очень короткий срок для того, Да, чтобы нет, ну справиться. это зависит от человека, кому-то и 3 дней достаточно. Мгм. Все зависит от психики, у каждого человека психика отличается, и тут надо просто внимательно следить. Тут просто важно, что нельзя человеку пребывать длительное состояние вот в таком одном в какой-то эмоциональной атмосфере. То есть человек сам углубляется в себя и находится длительное. Вот это нехорошо. То есть это по большому счету. Потом, естественно, более тонкая настройка должна быть. Это тоже хорошо было бы следить за своими мыслями. Об этом я тоже говорил. Контролировать свои мысли. И, например, если человек позитивной ориентации, то ему достаточно контролировать просто негативные вещи. То есть, потому что все мысли контролировать очень трудно, практически невозможно, да? Поэтому достаточно просто контролировать какие-то в себе. Ну да, не допускать плохих. Да, негативные реакции и так далее. То есть это уже очень много. Это уже тоже идет хорошая балансировка в сторону позитивного. То есть получается больше позитивного в нем, да? Чем больше, так сказать, позитивного, тем лучше для позитивно поляризованного человека. Вот, поэтому вот эта балансировка, она просто необходима. Потом еще более тонкий момент, это уже, так сказать, связано с энергетическими каналами, надо балансировать энергетические каналы, но это уже такая более, скажем, профессиональная область, для этого уже человек должен этим серьезно заниматься. Это тоже очень помогает, потому что в конечном итоге, и вот тут я хочу коснуться важной вещи. Надо повышать свои вибрации.
Вот обращая на это внимание, например, вибрации повышаются. Ну, самый лучший путь – это, конечно, медитация, это вот работа со своими энергетическими каналами. Это такой верный и целенаправленная вещь. Но не каждый может этим заниматься, не каждому это близко. Поэтому что может сделать обыкновенный человек? Обыкновенный человек может стараться почаще переживать какие-то, Возвышенные какие-то. да, какие-то, вот чтобы вот эти чувства он пережил. А эти чувства могут возникнуть, он может, ну вот сделай что-то хорошее, и у тебя возникнет вот это чувство. Вот ты кому-то помог безвозмездно, что-то сделал хорошее, у тебя уже повышаются вибрации. Ты кому-то сказал искренне, посочувствовал и сказал добрые слова, тоже повышает вибрации. Послушал прекрасную музыку, прекрасно повышает вибрации. Музыка, она вообще воздействует на тончайшем уровне. То есть человек даже не понимает влияние музыки, оно огромное. То есть хорошая музыка, настоящая, повышает вибрации. Литература, искусство, в общем, все, что вот несет в себе, вызывает такие чувства, вот надо вот на это обращать внимание, потому что, почему вот это важно? У нас же идет переходный период. Земля движется в 4-е измерение, и я говорил, за последние 10 лет вибрация Земли увеличилась больше, чем в 10 раз. Повысилась. И теперь, если ваши вибрации не будут соответствовать вибрациям Земли, то вы, безусловно, заболеете. Вот поэтому важно повышать свои вибрации. А Земля, она все время сейчас движется в направлении в четвертому измерению, поэтому вибрация будет все время повышаться. И если человек не работает над собой, его вибрации, вот человек рождается на Земле, его тело создано таким образом, что оно соответствует 3-му измерению. Поэтому вибрации 3-го измерения, они абсолютно соответствуют человеческому телу. Но мы-то уже выходим из этого 3-го измерения. Земля уже движется в 4-е измерение, а человек по-прежнему имеет тело 3-го измерения. И вот это происходит несоответствие. Отсюда происходит, вот сейчас вы видите, тоже очень многие люди умирают, особенно пожилые, чаще уходят из жизни. Очень много происходит неожиданных смертей. Вроде человек, казалось, был здоровый, а тут раз инфаркт и нету, да, или остановка сердца. Это вот тоже часто бывает несоответствие вибраций человека, да, с вибрациями Земли. И я вот тоже говорил о том, что в настоящий момент уже рождаются новые люди, которые, можно сказать, такие гибридные. Их тела соответствуют и 3-му, и 4-му измерению. Вот, они, так сказать, призваны, чтобы, так сказать, совершился вот этот переходный период до конца, да? Ну, мы в последней беседе об этом говорили. Так вот, человек с телом 3-го измерения, вот единственное, что он может сделать, вот он должен работать над собой, повышать свои вибрации, иначе, ну, к сожалению, его будут ожидать какие-то болезни.
или даже вот внезапная смерть может быть, потому что вот это несоответствие, вибрация, это вот, как я тоже говорил, повышается напряжение электричества, и лампочка раз перегорела. Вот то же самое с человеком произойдет. Вот это идет повышение вибрации, у человека доходит до границы его возможностей, и раз остановка сердца, и все. Вот. Поэтому вот надо работать над собой, повышать свои вибрации. Так, тут я еще хотел бы сегодня поговорить дальше о книге, значит, «Тайные знания тибетских мудрецов». Следующий эпизод очень интересный, потому что вот он как раз касается где-то вот этой темы, о которой мы последние две беседы говорим. И как раз вот, получилось так, что вот этот эпизод, он, как-то, можно сказать, даже напрямую связан с этой темой, поэтому я думаю, что вот можно об этом тоже поговорить. Значит, вот эти американские ученые, я в последний раз говорил, они последние несколько месяцев работали в монастыре, который находится в горе, прям, да. Вот они там изучают, вот по-прежнему они там находятся. Время от времени, не так часто, посещают их вот эти мудрецы, которые их все время сопровождали. И вот этот эпизод связан с тем, что появился Эмиль, вот этот главный мудрец, который с самого начала опекал их, появился в сопровождении другого мудреца, которого они видели впервые. Говорит, каждый раз, когда мы встречались с мудрецами, естественно, это огромная радость, потому что от них все время исходила такая энергия мощная, позитивная. И вообще с ними общение – это просто счастье. Мы, увидев Эмилия, очень обрадовались, а тут еще он с собой привел мудреца. Мы сразу завязали беседу, и нам было очень приятно, все было, говорит, замечательно. Вот, потом, говорит, мы встали вокруг стола, такой круг сделали вокруг стола, и все мы положили руки так ладонями на стол. И через какое-то время почувствовали, все начало вибрировать. И так все больше мы начали смотреть по сторонам, все вибрирует. Скалы. Это же в горе, это скала. Значит, стены, вот эта скала, все, говорит, вибрирует. Потолок, все. Под ногами все вибрирует. Говорит, единственное, говорит, что я могу сказать, это такое ошеломляющее чувство. Вот так я могу описать вот это воздействие. Никогда я такого чувства не испытывал, автор пишет. И при этом вот эта вибрация сопровождалась музыкальным звуком. Но это длилось так, недолго. Там несколько секунд, прекратилось. И вот этот мудрец, с которым они только что познакомились, сказал: вот, вы сейчас были свидетелями того, как зарождалась жизнь на Земле. Вот именно так зарождалась. На Земле ничего не было. И вот сначала начала появляться вот эта вибрация. И звук. Музыкальный звук. Помните, мы с вами говорили, что первично курица
или яйцо, да? Я говорил, неизвестно. Может быть, музыкальная система была раньше создана, чем космические законы, да? Вот Мгм. тут он тоже подчеркивает, музыкальный звук создает вибрацию, и вот это потом создает материю, то есть как бы лепит материю, вот эти вибрации. То есть эти вибрации, в зависимости от того, какие вибрации возникают, какие-то вещи материальные. И вот он дальше говорит о том, что среди моих товарищей, значит, этот ученый говорит, да, среди его там друзей, тоже мудрецов, говорит, они обладают, во-первых, у них слух другой. Об этом мы тоже говорили. Человеческий слух очень ограничен, мы многого не слышим. Мгм. И вот он как раз об этом говорит. И вот вы, говорит, многого не слышите, а они слышат такие вещи, о которых вы даже не подозреваете. Они могут там в нескольких километрах от них услышать, как сверчок сверчит. И понимают его язык, как птичка где-то издала голос за несколько километров. Они это слышат. Вы этого не услышите, они это слышат. Мало того, они сами могут издавать эти звуки. И вы не будете слышать этих звуков, потому что ваше ухо не приспособлено. Но эти звуки могут на вас воздействовать. Они, например, издав такой звук, могут вызвать у вас вдруг радость. Мгм. Они могут вот этими звуками, ну, в общем, любое настроение вызвать у человека. И могут воздействовать. То есть он говорит о том, что звуки имеют огромное значение. И даже те звуки, которых мы не слышим, а на самом деле они часто оказывают на нас влияние. Вот. И тут я хотел бы еще процитировать, потому что, например, это очень важно тут не пропустить. Дело в том, что, естественно, вот эти звуки, кроме того, что могут вызывать радость и так далее, он сказал, они могут тоже исцелять человека, лечить. Мгм. Мгм. Поэтому эти люди, они очень часто помогают, то есть они могут вылечить человека просто вот этими звуками. И я вспомнил, я тоже, по-моему, как-то об этом говорил, не так давно умер ученый русский, российский, Петр Петрович Горяев. Он занимался волновой генетикой. Да, он много, по-моему, матриц выпускал, да? Да, да. Так вот, он же как бы экспериментально говорил, что они провели много опытов и пришли к выводу, что, значит, ДНК вибрирует, имеет, то есть если вибрирует, значит имеет какой-то звук. Мгм. И у каждого человека, например, ДНК имеет свой индивидуальный звук. И если, значит, считать этот звук индивидуальный, то можно знать, значит, как ваша ДНК в здоровом состоянии, какой имеет звук. Мгм. И потом он говорит, достаточно, вот буквально на CD записать это. И слушая этот звук, можете вылечиться. И он Они сказал, что... называются фабулы, да? Что? Фабулы. Вот какие-то исцеляющие звуки,
именно направленные на определенные органы, называются фабулами, по-моему. Не знаю, как они там называются. Я сейчас говорю именно о экспериментах, о которых он сам рассказывал, которые они проводили на конкретных людях. То есть это не так общие какие-то звуки, да, а вот именно конкретные. Например, вот, говорит, приходит больной человек, или там кто-то больной в семье. Одним словом, он говорит, для нас важно увидеть фотографию человека, этого больного, когда он еще был здоров. В этот момент наш компьютер, там специально у них компьютер, он считывает фотографии здорового человека, его вибрации ДНК. По фотографии, говорит, мы можем считать. Как интересно. Да, и потом, говорит, вот этот звук записываем и даем этому человеку. И единственное, что человек должен сделать, поставить этот CD и слушать этот звук. Все. И ДНК начнет постепенно исцеляться. Говорит, мы провели очень много таких экспериментов, но, говорит, проблема заключалась в том, что они не могли это массово делать, потому что, это нужно иметь разрешение. А им, говорит, никто не дал это разрешение. Даже не хотели запатентовать. Не дали запатентовать? В конце концов, может быть, он запатентовал, я сейчас не помню. Я знаю, например, то, что он сказал, у него есть знакомый, который занимается растениями, выращивает разного вида растения. И говорит, там было немножко проще, говорит, мы поехали к этому знакомому и провели тоже эксперимент с растениями. То есть читали ДНК некоторых растений, записали эти звуки, и вот, говорит, поделили, вот эти растения будут слушать, а эти растения не будут слушать. И вот те растения, которые слушали этот звук, прекрасно цвели, развивались, а те, которые нет, могли увядать. Одним словом, как бы современная наука уже близко подошла к тому, что вот говорит этот мудрец, а я хочу напомнить, эта книга была написана более 100 лет назад. Поэтому вот эти все высказывания, они, значит, давно были сказаны, правильно? Так вот этот мудрец еще вот тогда говорил о таких вещах, о которых наука только что к этому приходит. В общем-то, я об этом и хотел сказать, потому что дальше то, что он говорит, это вообще тоже удивительно. То есть он говорит о будущем, о том, что вот сейчас происходит и произойдет. Причем он делает не какой-то прогноз, не какое-то предположение, он говорит, так будет. Ну-ка, что он там говорит, расскажите. Вот, я тоже думаю, будет интересно. Он говорит, цивилизация вскоре начнет быстро меняться. Вы, имеется в виду люди, вы слушаете проводников, имеется в виду политики, которые ведут, проводников, которые слепые. И вы понимаете, если вы идете за слепым проводником, куда вы можете прийти? Тупик. Вы никуда не придете. Единственное, чего вы добьетесь, того, что будут возникать все больше разного вида болезней, страдания, будет очень много потерь.
пока, наконец, вы не поймете, что вас обманывают. И это наступит. Вскоре близится этот момент, когда люди постепенно начнут понимать, что их обманывают. И люди захотят узнать правду. Я вот говорил о том, что интернет не зря появился. И это тоже не человеческих рук дело. Интернет, он был тоже с подсказки создан высших цивилизаций. И вот он именно сейчас появился, этот интернет. Он бы мог и раньше появиться, но вот он именно сейчас появился, потому что вот это время абсолютно точно выверено. Благодаря интернету распространяется правда. Ведь раньше как было? Люди могли только прочитать в газете, потом, значит, по телевидению или в радио услышать по новостям о том, что происходит на свете, правильно? И в интернете идут информационные войны. Да, да, но разница в чем заключается? Разница заключается в том, что сейчас мы уже знаем, потому что очень много правды вышло наяву. Сейчас мы знаем, что основные медиа манипулируют информацией. Они подают ту информацию, которая им нужна, а могут замолчать и вообще не говорить о том, что им невыгодно. Ну да. Вышла Вот. информация, Да, которую скрывали. Да, или подавать информацию так, подсветлять ее, чтобы придать ей совершенно другой смысл. Идет манипуляция. Да, это уже стало всем известно. Это вот делают основные медиа. Поэтому потеряли доверие людей. Сейчас практически уже никто не смотрит телевидение, никто им не верит. Они продолжают каждый день какие-то новости, но их практически никто не смотрит, потому что они утеряли доверие людей. Абсолютно. Вот благодаря интернету. Да, вы правы, в интернете очень много противоречивой информации, но там выходит вся информация. И обман, и правда, все перемешано. Но умный человек, он-то находит. Начинает искать, да. Да, и находит то, что ему нужно. В отличие от того, если вы телевизор смотрите, вы получаете только то, что вам дают. Вы не можете там себе выбрать или другую точку зрения. Вот такая точка зрения и все. И так вы должны думать. Вот. То в интернете у человека появилась возможность искать. Да, надо иногда много времени потратить, чтобы найти правду. Но можно ее в конце концов найти. И вот он об этом говорит, что люди, в конце концов, когда устанут от всего этого обмана, они захотят узнать правду. И вот тогда все начнет меняться. Все, что было неправдой, будет вырвано с корнем. И тут очень важная вещь он говорит. То есть до сих пор все, что он сказал, это уже мы видели, и это сейчас происходит. Сейчас происходит момент, когда люди действительно хотят правду. Да? И это мы видим. А дальше он говорит то, что, я думаю, вскоре произойдет. После этого, когда люди к этому придут, что вот правда, будут все политичные, финансовые и религиозные институты, все это будет разрушено. Потому что это все не будет соответствовать той правде, которую ждут люди. Вы понимаете, что он сказал? Ну, я слышала, что он сказал, только я представить это не могу. Политические, финансовые, религиозные институты будут разрушены. Придет новое поколение,
которое будет требовать такого устройства мира, чтобы оно соответствовало правде, без возможности интерпретации. Это вот он говорит. То есть должна быть такая правда, которую невозможно интерпретировать. Это не так, что вот сейчас выходит политик и начинает забалтывать. У него говорят, вот люди к нему обращаются, вот есть такая проблема, он говорит, да, он не отрицает, и начинает ее забалтывать всякими красивыми словами. Так вот он говорит, будет устройство такое, и будут от тех правящих требовать такого, чтобы не было никакой интерпретации. Вот есть правда, она одна, а не так, что они будут там играть в такие игры. Ну и как вы считаете, мы сейчас далеки от этого или вот-вот? Я думаю, мы очень близко уже к этому подошли. Ну, финансовые институты, ладно, вроде как это рушатся. Ну, Да, финансовые уже начались. да. Политические тоже. Политические шатаются вовсю. Если вы посмотрите, политикам ведь тоже перестали верить. Ну, сейчас просто взял весь мир, разделился на два лагеря. Да. То есть люди стали гораздо умнее благодаря интернету, больше разбираться и, самое главное, интересоваться. Потому что понимают, что происходят судьбоносные вещи, и надо принять в этом участие. Еще какой момент. Или человек реально ищет истину, правду, или он и ищет подтверждение своим убеждениям. Он и то может найти, понимаете? Трудно Да, конечно. составить той мысли, на которой ты вырос как бы. Нет, но многие люди меняют свое представление. Я знаю многих людей, которые кардинально поменяли. Я сам могу про себя сказать, у меня тоже многие вещи изменились. То есть мое отношение ко многим вещам тоже изменилось. Потому что чем больше информации человек получает, настоящая, тем больше вот эта картина мира у каждого человека начинает выстраиваться более-менее. Раньше этой информации было мало, недостаточно. Очень трудно было ее найти. Сейчас благодаря интернету есть все. Человек может найти любую информацию, только надо поискать. А раньше ведь это было невозможно. Вот Вот, просто, поэтому, извиняюсь, да. был у нас недавно, ну, как бы, один такой момент, когда мы один исторический факт обсуждали, не буду сейчас говорить, о чем шла речь, но с разных источников нашли разные совершенно подтверждения. Понимаете? Исторический факт, который случился давным-давно. То есть я искала материалы, которые подтвердили мою точку зрения, а тот человек искал, которые подтвердили его точку зрения. И вот так раз. А у вас разные точки зрения были? Ну да. Угу. Ну, в этом ничего удивительного нету. Ведь в истории так и происходит. Всегда же есть одна сторона и другая сторона. Да. И у каждой стороны своя правда. Эта сторона видит все эти события, которые он переживает, с одного угла зрения, а та сторона будет с другого угла зрения видеть эти же события. Вот именно. Получается, у каждого все равно своя правда, и ты всего лишь найдешь утверждение. Так, Мы вот посмотрим. я поэтому и вот рассказываю, вот эти беседы тоже веду, и все время напоминаю, что чтобы во всем этом разобраться, надо прежде всего понимать, что третье измерение поляризовано. Угу. Есть позитивная энергия и негативная. Это данность третьего измерения. Из-за этого всегда происходит столкновение между позитивным и негативным. Значит, негативные силы, они не только служат себе. Отличительная черта негативных от позитивного то, что они хотят
над другим человеком. Подчините его мысль, волю. Да, причем не только воздействовать, а вот именно подчинить. Мгм. И они будут все делать для этого. А позитивные нет. Позитивные они, наоборот, хотят помочь ближнему. Вот. Отсюда потом все выстраивается. И я вот говорил последние несколько тысячелетий, к власти пришли негативные. И вот последние несколько тысячелетий они управляли фактически всем глобальными вещами, то, что происходило на Земле, на планете Земля. Мгм. Поэтому позитивные они были, но боролись все время. Где-то на каком-то клочке там земли позитивные могли даже победить. Но в общем, в принципе, балом управляла негативная энергия. И вот сейчас, вот этот момент, впервые за несколько тысяч лет, когда идет схватка, уже такая очень серьезная, между позитивным и негативным, уже так, не на жизнь, а на смерть. И я уже не раз говорил о том, что я вижу, что все, негативные проигрывают. У них иссякают силы. И это связано со многими вещами. Во-первых, интернет появился, гораздо больше правды, у людей открылись глаза. Общество перестало верить политикам, а управление негативное, как они управляли миром, они ставили своих политиков, прежде всего, на этом же основывалась их власть. То есть на самом деле негативных это их мало, это горстка людей. Но они ставят на ключевые места своих людей. И получается, вот эта кучка небольшая управляет массами людей, которые могут совершенно быть с ними не согласны. Но они во власти. Благодаря интернету люди начали это понимать, как устроен этот мир. И перестали соглашаться поэтому с политиками. И вот это идет противодействие, с одной стороны, снизу, а с другой стороны появились политики тоже, которые позитивно настроены. И вот эта схватка, она идет вовсю. Но я сказал, негативных их меньшинство, и вообще это горстка людей. Просто они за несколько тысяч лет сумели выстроить, да, на всех уровнях свою власть. Поэтому очень трудно их сломать. Но люди все больше понимают, и вот сейчас я вижу это, они начинают проигрывать. У них силы иссякают, в отличие от позитивных, которые, наоборот, все больше чувствуют уверенность, и все больше разрастается вот эта сила, масса, энергия позитивная, которая, в конце концов, раздавит. Это я чувствую. Ну, в общем-то, вот этот мудрец, он это и говорит. Понимаете, он говорит, космические законы, они предполагают гармонию. И космические законы исполняются, должны быть исполнены. Человек не может сопротивляться космическим законам. Поэтому человечество вскоре сделает большой шаг вперед в своем развитии и начнет создавать новое общество, которое станет новой эрой. Ну, дай бог увидим. Так вот это вот, что интересно, видите, это больше 100 лет назад мудрец сказал, и, в общем-то,
основное его высказывание абсолютно точно воспроизводит уже то, что мы пережили. И очень важный момент, который нам еще предстоит увидеть. И об этом я давно говорю, что как только вот этот уже перевес сейчас происходит, позитивный, да, как он будет уже такой абсолютно доминирующий, и как вот тогда негативно начнут сыпаться на всех уровнях. И вот тогда вот этот процесс, во-первых, ускорится, а во-вторых, ну, все начнет ломаться. Потому что все институты были созданы негативными. И вот об этом он, я думаю, и имел в виду, этот мудрец. Все было создано негативными, так, чтобы они могли контролировать весь этот мир. Все это будет уничтожено, разрушено и будет создаваться по-новому. И касается это религии тоже. Я как-то говорил о том, что религия это тоже инструмент контролировать свою власть. Опять-таки, это негативные создали религию. Именно как инструмент, чтобы контролировать массы. При этом, если создали негативный, это не значит, что там ничего хорошего нету. Да? В религии очень много вещей, которые полезны, нужны человеку и так далее. Просто в таких основных вещах религия была подкорректирована. Да, Да. там были такие коррекции, что она стала, в принципе, не для народа, а для наживы. Ну вот именно, чтобы контролировать людей. Контролировать, и прежде всего, вот эта коррекция, она происходила, чтобы у людей был страх. Когда люди чего-то боятся, их легко контролировать. Поэтому вот эта коррекция, она там очень тонко была произведена в некоторых там вещах, так, чтобы вызывать у людей страх. Там, Ну, не да. делай этого, иначе вот тебя Бог покарает и так далее. Понимаете? Бог никого не карает. Я уже как-то говорил, Богу вообще, как бы, он настолько далеко, ему все равно, что человек делает, хороший или плохой, он вообще к этому по-другому относится. Я как-то это уже объяснял. А вот религия там пальцем грозит, вот, Бог узнает, он тебя покарает, он все видит и так далее. На самом деле все работает совершенно по-другому, не так, как вот это было откорректировано, да? Но многие вещи в религии, естественно, она имеет основу, фундамент правильный, который помогает, и, ну, в конце концов, какой-то порядок, естественно, должен быть. Здесь, как всегда, как в двухполярном мире, что ты захочешь вынести из религии, то ты там и найдешь. Да, но есть позитивное то, что Да. ну, порядок должен быть, иначе анархия будет. Мгм. Вы понимаете, когда огромные массы будут жить, каждый как ему душа запрагнет, анархия будет полностью, да, то религия, она как-то, в общем-то, всплачивает людей и, в общем-то, держит в каких-то определенных рамках. В этом тоже есть огромная позитивная роль каждой религии. Поэтому нельзя, так сказать, отрицать то, что да, негативные силы создали религию, но это очень плохо и так далее. Нет, на определенном этапе развития это было очень хорошо. Просто этот этап мы заканчиваем, сейчас приходит новый этап, и совершенно другое человеку сейчас нужно. Поэтому будет все это разрушено, и будет жизнь основана на других вещах. Прежде всего, правда, я вот как-то говорил не так давно о том, что я свое видение говорил,
а о том, что, например, на примере России я говорил, что Россия прежде всего должна измениться изнутри и создать более справедливый строй. Тогда она начнет притягивать соседние государства. Мгм. Помните, я говорил о том, что прежде всего Россия должна сама измениться и создать изнутри справедливый, потому что есть запрос, огромный запрос у людей на справедливость. Причем вот этот запрос, он не только в России, он везде. В Европе я вижу огромный запрос у людей на справедливость. Не хватает людям справедливости. Но кто-то должен дать пример. И я просто говорю, вот Россия, у нее есть прекрасный шанс дать пример всему миру и создать систему политико-экономическую такую, которая будет основана на справедливости. Вот этот мудрец говорит больше о правде, но я думаю, правда и справедливость, они абсолютно взаимосвязаны. Потому что справедливость не может быть основана на неправде. Одно Правильно? из другого вытекает, да? Два понятия. Да, абсолютно взаимосвязаны. И в этом плане я рад, что, значит, мои слова тоже соответствуют тому, что вот мудрецы говорили 100 лет назад. И пока что то, что вот он сказал, все это сбывается. Тем более, что он показал в самом начале свою силу. Помните, когда он показал, как был создана жизнь на Земле, вот этой вибрации и так далее. То есть показал, что это непростой мудрец, с которым они познакомились, что возможности у него абсолютно неограниченные, что он может делать всякие вещи. Ну и потом вот хотя бы то, что он там говорил, что вот мои там друзья могут издавать всякие звуки, которые могут исцелять и так далее. На самом деле, я думаю, просто он не хотел говорить, что я это могу. На самом деле все это он может сам делать, правильно? Что одними звуками он может управлять людьми, исцелять и так далее. Вот. Так что это вот еще одна возможность у человека, которая заложена и находится в спящем состоянии. Да? И вот когда человек развивается, вот он как раз пробуждается. А так как идет пробуждение во всем мире, и, как я уже сказал, идет неминуемое наступление позитивных сил, и по всему видно, что, все, негативные уже иссякают, то вот наступит такой момент, когда вот все посыпется у негативных. Вот в этот момент мы уже так увидим, такие спектакулярные вещи на наших глазах будут происходить, когда все старое будет разрушаться, и вот мы новый мир построим. Помните, как это было? Помню. Да, вот мы новый мир. И вот действительно у нас будет шанс построить новый мир на ближайшие, 150 лет. 150-200 лет. Вот, надо как-то достойно прожить 150-200 лет, правильно? Это тоже для человека это большой срок. Правильно? И если хотите увидеть фактический конец света через 200 лет, да, значит, надо над собой работать, чтобы свою жизнь, продолжительность жизни увеличить. До 200 лет? Да, Да? с одной стороны. А с другой стороны, этого недостаточно. Надо повышать свои вибрации, чтобы они соответствовали повышению вибрации Земли, которая будет все время только увеличиваться. Поэтому придется все время развиваться, нельзя останавливаться.
Потому что если вы останавливаетесь, Земля-то не останавливается, она все время будет двигаться в сторону четвертого измерения. Поэтому вибрация будет только повышаться. И если вы хотите увидеть, стать свидетелем фактического конца света, ну вот надо над собой хорошо поработать. Хорошо. Но в следующий раз меня не пугайте со слов, собрала чемоданы или нет. Вот. Но я не только вас решил напугать, я просто вот именно такая подвести к тому, что некоторые религии пугают вот страшным судом, и многие верят в это. Я вот почему об этом говорю. Многие люди, я встречал лично таких людей, которые верят в этот страшный суд. Они все говорят, что вот когда конец света будет скоро, они уже не знают, что он уже наступил. В 2012 году, в принципе, уже наступил конец. Они все ожидают, что вот скоро будет конец света, и тогда будет страшный суд. И они в это верят. По священным писаниям конец света, последние времена, там приход антихриста, приход пророка, там будут какие-то предвестники последних времен. Вот до определенного момента сбывается, но вот основных, что антихрист должен прийти, его пока нет, слава Богу, и нету пророка, который придет после него. Так почему же? Уже и пророки появились, и антихристы появились, причем там будет совсем другое. не в одном количестве. Ну что вы, очень много появилось антихристов. Вот. Много Просто не про то. Там должен быть имеется в виду, я не говорю, что там миллионы, да, но несколько таких мощных антихристов в последнее время были. То же самое, как появились и появляются новые пророки. Вот один из последних, это вот был Сай Баба, о котором я рассказывал. Ведь сказал, что он появится через 8 лет после своего ухода. То есть он ушел в 2011 году, он сказал, что он опять воплотится через 8 лет. То есть это говорит о том, что он уже воплотился. Причем он даже назвал свое имя будущее, да? Что он будет называться Према Баба. Према в переводе означает любовь. И вот, кстати, его же само имя тоже о многом говорило. Он до этого назывался Сай Сатья Баба. Сатья – это правда означает. То есть, видите, у него имя тоже было так специально. Он как раз жил в эпоху, когда вот эта правда начала проявляться вовсю. Вот его имя абсолютно соответствовало Сатья. И поэтому он сказал, что следующее мое воплощение я буду называться Према Баба. Према означает любовь, потому что следующее мое воплощение – это наступит золотой век и наступит эпоха любви. Но вот мы к этому идем. И то, что сейчас происходит, я поэтому и говорю, мы уже близки к тому, что вот скоро все это начнет рушиться, разрушаться. А если Сай Баба через 8 лет должен был появиться, значит, он, по идее, должен был в 2019 году уже родиться. То есть сейчас ему уже 4 годика. В прошлый раз он как бы приступил к своей миссии, когда ему было 14 лет. Он просто тогда официально объявил, с сегодняшнего дня я буду, так сказать, учить. То есть он до этого ходил в школу, учился. Как там в Индии принято, там похожая система была, как в Советском Союзе. Он находил в школу, вот 14 лет мальчику, и вдруг он говорит, все, я больше в школу ходить не буду, я сам буду учить. Ну, родители его, естественно, сначала обалдели, говорят, ты что, с ума сошел? Он говорит, я ухожу из дома, в таком случае я буду жить в другом месте. Он жил в деревне. В конце деревни там один старичок жил, одинокий. Последний дом.
Я, говорит, буду вот с ним жить, заодно буду ему помогать. А то он старый, ему трудно. Вот там я буду жить с ним. И сразу сказал, вскоре ко мне начнут приходить люди. А через несколько лет здесь будут миллионы. Я здесь построю свой ашрам, и сюда будет приезжать миллионы людей. Вот это он сказал, когда ему было 14 лет. Родители не могли поверить, а удержать его тоже не могли, и он ушел в конец деревни. И вот действительно поселился у этого старца, перестал ходить в школу, и впервые к нему, по-моему, недели через 2 одна женщина пришла, первая посетительница. То есть она несколько деревень дальше жила. И так как она появилась там в деревне, все знают друг друга, вот кто-то, когда появляется чужой, сразу же люди замечают это. Да? Появилась какая-то женщина. И она спрашивает, а где я могу найти, значит, ну типа вот святого Саи-Баба? Какой святой? Ну вот этот мальчик там вроде бы сейчас поселился. И вот она пришла к Саи-Бабе, и первое, что она сделала, как это полагается там в их традициях, она поцеловала ему стопы, показывая тем, что она его считает за святого. Женщина взрослая, 14-летний мальчик. Вот. И вот она первая пришла, поговорила, и вот после этого начали вот то один, то другой. Все больше, больше людей. Весть разносилась о нем все дальше и дальше. Ну и вскоре уже такой поток людей был, что вот он сказал, что пора строить свой ашрам. Потому что скоро начнут приезжать из-за границы. И действительно, вскоре уже там со всего мира начали приезжать люди. Ну, я говорю о том, что мои ученики туда ездили. Естественно, они потом мне все подробно рассказывали. Мои друзья были. То есть я достаточно хорошо знаю, как там все это было. Ну и вот Саи-Баба, вот сейчас ему 4 годика, по всей видимости. И если в прошлый раз он вступил в свою деятельность, будучи 14-летним, ну в этот раз, наверное, плюс-минус. А у такой степени как бы прокачанного человека душа имеет память? Естественно, он не является, Саи-Баба не является человеком как бы как такой нормальный человек, который подвержен карме и так далее, да, он, на него карма не распространяется, это раз, поэтому у него в памяти все. То есть душа, она все вспомнит, да? Ну, он, да, он уже рождается, то есть он же как аватар, а аватар это значит, вот все знающие, это первое условие, все знающие от рождения. Там. Второе, умеющий делать чудеса от рождения. Не в силу того, что научился, а от рождения. Вот этим всем Саи-Баба обладал. То есть хотя бы вот вездесущий. То он абсолютно, то есть находясь там у себя в ашраме, он знал, где что творится. Причем подробности. И об этом многие писали. Вот, например, американка в своей книге писала, говорит, я приехала впервые к Саи-Бабе, и он мне в первом же разговоре сказал какие-то вещи, о которых мог знать только человек, который в этот момент, вот буквально пару дней назад, был в Америке и должен был находиться в этой комнате.
и быть свидетелем. А, говорит, никого не было. Тем более Саива бы не было. И никого не было, кто бы мог потом ему это все доложить. А он в подробностях это рассказывает. И таких вещей было много, когда люди вот рассказывали, он знал все. То есть человек даже какие-то вещи не помнил, а Сай Баба ему напоминал: а ты помнишь, вот это ты когда-то сделал? Или вот это сказал, даже он помнил. Ну, какие-то цитаты привести, да? Поэтому вот он назывался аватар именно потому, что он был вездесущий, всезнающий, умеющий делать чудеса от рождения. То есть он этому всему не учился, да? Поэтому, естественно, он рождается, у него в памяти, это не так, как у человека, все вымазывается из памяти. Понятно. Он аватар, он все помнит, он все умеет, он все может. И если он сказал о том, что вот он через 8 лет появится, сейчас ему 4 годика, но лет через 10, по идее, он уже должен объявиться во всей красе. Опять весь мир тогда скажет: вот, наконец-то появился. Ну вот, наверное, это произойдет лет через 10. Ну, вот этот период мы еще дождемся. Посмотрим. Да, так что осталось, я сказал, недолго. Вот в течение этих 10 лет произойдут огромные события. И, кстати, вот эти институты тоже начнут разрушаться. Прежде всего политические, финансовые, экономические, вот эти разные институты начнут разрушаться. И в течение 10 лет очень многое разрушится, потому что он уже появится как према, то есть любовь. И он сказал, что это будет золотая эпоха любви. И совсем скоро, получается. Да, поэтому у нас есть шанс дожить до счастливой эпохи, которая вот последний промежуток времени Земля может испытать. Хорошо, посмотрим с вами, понаблюдаем. Вот, а для этого всем желаю здоровья, следите за собой, работайте, ну, чтобы быть свидетелями всего того, что произойдет хорошего, как жизнь изменится в лучшую сторону. Вот, для этого хорошо, чтобы и здоровье было, и чтобы вибрации соответствовали, да, изменениям. Вот, и желаю вам, Айсулу, и всем, кто нас слушает, здоровья, благополучия, и работайте над собой. Спасибо. Всем добра, уважаемые. До свидания. До свидания, счастливо.